солнце, и наконец-то мы едем. Бабочка! Ты рада? Ты счастлива? Are you happy? Я счастлива! Больше, чем все они. Ну да ладно. Что я знаю о бабочках монарх, это то, что они перелетают из Канады сюда в Мексику, и это занимает очень долгий у них трип, занимает какое-то очень большое время, и они перелетают сюда, в штат Мичоакан, в большом заповеднике. Они живут с ноября по март, то есть весь этот зимний сезон они проводят здесь, потому что в Канаде очень холодно. Это зима в Канаде в это время. В общем, эти бабочки, это как я, которые тоже не любят холод и зиму. И они все это время здесь размножаются, живут полной жизнью. Но их очень много, потому что они активно ведут свой образ жизни. Возвращаются всегда в Канаду. Почему они возвращаются? Они всегда возвращаются в Канаду, потому что там есть специальное растение, которым они питаются. А здесь его нет, поэтому им всегда нужно возвращаться туда. Ух ты, вау, я не знала об этом. Это круто. Какое растение? Ладно, почитаем про это. Мы на месте, приехали, дорога заняла 3 часа. Вот тут вот лес, горы, так красиво. Сейчас мы позавтракаем местной едой мексиканской, тортильи, супчик. И пойдем, у нас будет небольшой хайкинг, мы пойдем взбираться на гору, чтобы увидеть бабочек. Бабуля делает тортильи. Сама вручную лепешечки делает. Из синей кукурузы. Вот они такого цвета. Интересного. Потому что... тут уже заготовка. Вот это моя колбаса. Это цветы тыквы. И грибочки. Такой у нас скромный завтрак. Пока что прохладно, ну, по крайней мере, в шортах. Сейчас солнышко только вот встало. Будет потеплее, я думаю. Особенно, когда мы будем забираться. Будет жарко. Вообще, я взяла с собой другой аутфит. Я взяла с собой платье красивое. Я взяла с собой ботинки. И взяла с собой красивые татуировки с бабочками, чтобы пофоткаться. Ну, посмотрим, буду я переодеваться или нет. И мы приехали в четверг, и в четверг практически никого нет. Вот это, я так понимаю, место паркинга для туристов, которые идут смотреть на бабочек. Но сейчас никого нет. Сейчас только 9 утра, и мы вообще самые ранние пташки. Тут даже эти ресторанчики не все открыты, только вот парочку. Знают, видимо, когда открываться специально. Вот, и... классно, в четверг вообще никого нет, не будет никаких толп, потому что я слышала, что те, кто путешествует группами, пятницу, субботу, воскресенье, это просто толпы людей, очереди, и дается там максимум 10 минут, чтобы посмотреть, постоять, поснимать этих бабочек, а мы будем спокойно гулять там по лесу, наслаждаться видами, прогулкой,
И все должно быть классно. Что мы взяли? Вот у меня тортильи с колбасой, цветочки тыквы. Настя взяла. Настя, что ты взяла? Какой-то фаршированный, очень зажаренный перец с сыром. Жареный перец. Тортильяс. With mushrooms? No meat? Окей. Грибной супчик. Похож на какой-то мясной. Что за грибы такие? Фунджи. Интересные. Это из этой Нравится кукурузные? из синей кукурузы вот эти вот они делают. Мне почему-то Тяжеловато. отталкивает этот вкус. А так ничего. Купили палочку этого милого дедушки. И идем. Так по приколу, короче, я взяла тоже палочку. Наверное, будет реально удобнее с ней ходить. Правда? Давай по городу Собираться. По городу тоже Идем с можно. собой. Удобно же. Пабло Чан. Да, Пабло Чан. Начинаем наш трип. Отважный. К бабочкам. Марипосас, ждите нас. Марипосас — это по-испански бабочки. Марипоса. Марипоса — одна бабочка. Марипосас монарх. Монарх — это их такой подвид. Тут эти оранжевые бабочки. Монарх. Хайкиню. Эй, Масюня, Масюня, hello. Мы как старцы сбираемся с палками. Мы еще пока в начале нашего пути. Вроде как сбираться 2 часа, да? 1,5. Такое. Ой, я уже вижу бабочку. Ой. It's very hard to catch butterfly. Ой, какой красивый у нас путь. Такие штучки продаются, пончи. Ух ты! Вот они откуда летят. Смотрите, какая красота. Вот они облепили деревце. Какая красота. Так, мы в мире животных нашли бабочек сношающихся. Прямо прилюдно. Вот так вот красиво. Жопка к жопке. Очень интересный процесс. You guys so cute. Это вход стоит 80 песо. Для детей 50. Я уже переоделась в свою платьишко. Красивое. В туалете тут тоже эти бабочки везде, даже в раковине. Это так мило. Сам туалет, конечно, такой. Стоит 5 песо. Я переоделась, такая красивая, иду навстречу бабочкам. На самом деле, я так понимаю, что тут просто вообще вся прогулка, в принципе. Ты идешь и любуешься, потому что здесь они летают вокруг везде. Очень красиво, атмосферно. Какая женщина в платье пришла. Да, это я. Учитесь, как быть стильными, ребята. Даже когда вы идете в поход. Я такая модная. Со своим напульсником. Потому что у меня коленка вот эта левая немножко побаливает. И для таких тяжелых нагрузок я всегда надеваю наколенник. How are you, Кариньо? I'm good. Good. Going. Очень хорошо.
Вот отсюда видно, люди идут, а бабочки тут везде летают вокруг. Что, главный вид на бабочек. Их очень много, очень-очень. Самое интересное, что эти бабочки живут от 14 до 60 дней, а поколение, новое рожденное осенью поколение, которое имеет особую миссию лететь на зимовку, живут до 7 месяцев. Так, вот мы дошли до места, где бабочки облепляют деревья, как летучие мыши. Вот это все бабочки. Грозя такие на деревьях. Такая красота, просто какой-то райский рай здесь. Синее небушка, цветочки и бабочки. И мы. Лесные старцы. Старейшины. Ну что, отчет о нашем походе. Мы уже сбираемся наверх бабочкам примерно минут 40. Ну, пока вообще не тяжело. Очень красивые пейзажи. С этими палками вообще огонь, конечно, гулять. Город привезем. Да. Красиво, спокойно. Невероятно красивые виды, конечно. Вот, смотрите, я вам покажу сейчас. Просто как чудо. Здесь еще за нами и там перед нами школьники ходят. Мы постоянно их пропускаем, чтобы вот так вот ходить, гулять в тишине. И такое наслаждение, конечно. Идешь по этому лесу, и только чирикают птички, какие-то там вдали. Даже попугаи орут. Но все равно тишина, хорошо. Так успокаивающе. Конечно, такое единение с природой ничем не заменить это. После шумного города тотальный релакс. В общем, лес бабочек — это просто что-то удивительное, неповторимое, уникальное. Я аж расплакалась от красоты, как это вообще чудесно, красиво. Просто невероятный какой-то рай бабочковый. Очень красиво. Здесь мы уже зашли в зону, где везде висят таблички «Guarda Silencio», что означает «соблюдайте тишину». И, как вы можете слышать, здесь довольно тихо. И я бы советовала выключать всем телефоны. Иногда эти звуки раздражают. Прям как в театре. Эй, собака! What are you doing here? Hola. Эй, собака.
Друзья, это все бабочки, представляете? Это не какая-то пыль тут летает, это бабочки. В этом биосферном заповеднике, который, кстати, охраняется и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2008 года, живет и размножается до миллиарда бабочек. Сменяя одно поколение на другое, они ждут середину марта, чтобы снова отправиться в сложный и местами суровый путь домой в Канаду. Сложностями на пути может стать сильный ветер или вырубка деревьев в тех местах, где они привыкли ночевать. Кстати, бабочки-монарх уже 1000 лет совершают этот свой обряд, на что древние индейцы Мексики, племен Атоми, Пурипеча и Масауа, считали, что бабочки – это души умерших людей, прилетающих к ним на знаменитый мексиканский праздник День мертвых. Уж так получилось, что прилет оранжевых красавиц на зимовку в начале ноября совпадает с этим праздником. Кстати, видео о нем есть у меня на канале, я оставлю вам ссылку под видео, можете посмотреть. Что все здесь тропа заканчивается. Тут так вот разделено. И дойти вот до их гнезд уже не получится. То есть туда дальше нельзя идти. Нам очень понравился этот экспириенс, удивительный. Просто я тоже расплакалась, как это трогательно. Столько много бабочек. Я никогда в жизни не видела столько много бабочек. Они такие красивые, так красиво летают. Еще в этом лесу с огромными соснами. Это просто какая-то роскошь. Реально, очень красиво. Я считаю, каждый должен здесь побывать. Каждый в этом месте должен побывать разочек. Как я уже говорила, эти бабочки родом из Канады. Именно там они живут и питаются их любимым растением ядовитым молочаем. Сок растения действительно опасен, что придает бабочкам именно ядовитый ярко-оранжевый окрас, который отпугивает зверей. Таким образом, они эволюционно приспособились выживать. Питаться ими может только хищное кошачье животное, дубоносная анцилла и лесные мыши, которые, в общем-то, всеядны и имеют иммунитет к яду. Все же крылышки монархов – уникальное творение природы.
Оранжевые с черными прожилками и белыми пятнами по краям выглядят необычайно красиво. Да, это крылышко. По-любому. Вот эти звуки, конечно, как в театре. Выключите. Природа, конечно, мастер создавать уникальные шедевры. Вот как такие хрупкие создания, как бабочки, которые весят полграмма, имеют тельце 4 сантиметра и мозг с булавочную головку, могут дважды в год преодолевать 4000 километров, ориентироваться по Солнцу и иметь незримую карту маршрутов, связывающую все поколения, которые обновляются практически раз в месяц и летят в места, в которых ранее никогда не бывали уже 2 миллиона лет. В парке Эль-Росарио трогать бабочек запрещено. Также нельзя собирать погибших бабочек с тропинок. Нельзя фотографироваться вспышкой и еще много чего нельзя. Но все эти запреты очень справедливы во имя сохранения популяций. Также нельзя курить, разжигать костры, распивать алкоголь, приносить еду, мусорить, шуметь, громко говорить, включать музыку и пользоваться духами. Моя личная рекомендация для тех, кто собирается ехать в заповедник Эль-Росарио, приезжайте сюда в 20-х числах февраля. В это время бабочки выходят из анабиоза и становятся особенно активными, так как начинается период спаривания. Мое видео подходит к концу. Спасибо большое за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк и распространяйте это видео. Всем пока, увидимся в новых влогах.